С вами Илья, и это самолет о канале, да? Зашибись. Всем привет, с вами Илья, и это канал о самолете Е-12НК. Редко в последнее время удается в гараж попасть из-за работы, потому что был большой проект у меня, я там был очень сильно занят, и вот, наверное, месяц меня здесь не было. Вот, поэтому извиняюсь. Если бы не работа, конечно, я бы, наверное, раз в неделю бы их выпускал бы, эти ролики, а может быть и почаще было бы, но как бы приходится деньги зарабатывать, к сожалению. Вот. Поэтому, ну, раз в месяц точно будут ролики, а почаще, ну, раз в 2 недели, может быть, будет получаться. Это зависит от моей работы. Там у меня график такой ненормированный, есть заказы, я занят, нет заказов, я вот еду в гараж. Ну, плюс еще же домашние дела и тому подобное, так что, вот. Ну, постараюсь почаще. Кстати, зацените модные колесные упоры, которые я в местном автомагазине купил недавно. Ну, прежде чем рассказывать о двигателе, я немножко назад вернусь к ролику, которым я закончил. Ну, я хотел сделать испытания, да, проверить уже как-то физически, да, потому что компьютерная симуляция — это одно, а вот когда ты уже по-настоящему проверяешь уже в реальных условиях, это уже другое. Но труб такого диаметра я не нашел, кстати говоря, это интересно, потому что вот такие размеры есть других марок труб, то есть других марок алюминия, то есть АД-31 и АМГ. Таких как бы труб вот такого размера, таких полно. Вполне может быть, что это что-то одно из них, АД-31, например. Вот. Ну, короче, завязали с этим делом. Будем считать, что это какой-то более мягкий материал, чем D16. Я думаю, что это не D16. Надо как-то вкратце, выражать свои мысли. Ремарочка по ремням. Я, наверное, был неправ, когда говорил, что они крепиться должны только за спину, а не сверху. В принципе, можно и сверху, если они обхватывают ноги. То есть они, чтобы, как минимум, ты в любом случае должен при перевороте оттуда не вывалиться. Если ноги обхватывают, то как бы и окей. Можно и сверху крепить. И насчет болтов шплинтования, зашплинтовывания, как правильно это будет? Еще одна ремарочка насчет крепежа фюзеляжа. Правильно, в принципе, говорят, что не обязательно их шплинтовать, конечно. Если гайки с пластиковой вставкой, то они как бы все равно не выкрутятся. Вот. Но мне почему-то хочется для спокойствия души все равно это зашплинтовать, использовать болты с отверстиями под шплинты. Особенно это касается моторамы и крепления мотора к мотораме. Ну, наконец, приступим к отчету о проделанной работе. Значит, я модернизировал немножко упор педалей, купил шпильку 5 мм оцинкованную обычную, отрезал нужный размер, закрутил гаечками, контрагайками законтрил, и мне удачно попался в магазине подходящий шланг, чтобы его натянуть на эту шпильку, чтобы металл об металл не стукался. Вот. В общем, хорошо, мне кажется, получилось. Эта резиночка как раз и защищает эту шпильку. Немножко доделал педальный пост, там был люфт, и очень близко расположены были некоторые элементы, да, там шпилька была очень близко расположена, особенно к болтам. Был такой риск, что чуть-чуть и она вот где-нибудь там зацепится, то есть когда ты, очень бы не хотелось, знаешь, когда ты рулем управляешь, да, чтобы он где-то заклинил в каком-то положении. Вот.
И я когда начал добавлять туда шайбы, оказалось, что болт недостаточной длины, и если я сделаю тот зазор как мне надо, то я не смогу болт закрутить. Ну, гайку закрутить не смогу. Ну, я переставил местами, значит, эту шпильку поменял местами, значит, я перевернул ее шляпкой в сторону, получается, корпуса, а шпилькой в сторону вот наружу. Шайбочками там добавил, чтобы она была, чтобы она не болталась там. И, ну, в принципе, получилось более-менее, то есть она там зазор более-менее нормальный. Вот. И с другой стороны, ну, там чуть-чуть меньше зазор, чем со стороны шпильки, но там и болтов нет, там задевать, в принципе, не за что. Вот. А шпилька там, она, да, она может прям зацепить, она выходит там, за пределы вот этого кронштейна, и когда обратно возвращается, может там зацепиться. Короче говоря, надо сделать больше там зазоры. Вот. Далее я заменил болтики, значит, переднего кронштейна руля направления, троса руля направления, на болтики из нержавейки. В принципе, это тоже как бы не обязательно было делать. На самом деле там эти болтики, они шестигранным, под шестигранник получается, они вкручиваются прямо в сам этот кронштейн, там в кронштейне нарезана резьба. В общем-то, она на самом деле хорошо там держится, эти болтики изначально, но я так подумал, все-таки там агрессивная такая среда, это там от колеса все время будет лететь, и там может что-то ржаветь начать. Вот. И проверять туда постоянно не хочется лезть. Короче, я заменил их на гаечки и болтики из нержавейки. И гаечки, получается, еще со вставкой пластиковой. То есть там сейчас очень хорошо все держится, надежно. Я думаю, этого будет достаточно. Ну, в принципе, заменять это как бы с избытком. Заменять на самом деле, и, наверное, не обязательно было. Вот. Ну, вот мне захотелось заменить. Также пытался приклепать приклепатель. Также я пытался еще обтекатель приклепать. Не получилось у меня это сделать, потому что, значит, поверхности не сопрягаются. Вот, и там надо как-то деформировать. Я думал, ну, прижму, да, приклепаю. Не получилось, короче говоря. Я сейчас думаю, может быть, это тянуть сначала болтами очень сильно, да, чтобы она уже подогналась, вся эта поверхность обтекателя к этому. И потом уже один болт откручивать, вставлять, заменять его клепкой. Откручивать, заменять следующий. Вот. Клепки я использовал обычные, строительные, алюминиевые, со стальным этим стержнем. Не хочется, чтобы там торчали какие-то болты. Клепки, конечно, тоже немножко торчат, но все-таки не до такой степени. Там и так мало пространства для ног. Вот. У меня размер 42-43, и все равно у меня там с трудом как-то получается, значит, оперировать, да, вот, педалями. Вот. Плюс еще пятки постоянно задевают за коврик, который там торчит. Вот. Может быть, переделать надо как-то, не знаю. Ну, пока я оставлю. Вот. Я думаю, приклепаю все-таки. В принципе, на самом деле, там и на 3 болтах держится. Там спереди болт и 2 снизу, где вот коврик, да. Вот. Он уже на этих 3 болтах уже нормально держится. Ну, я думаю, все-таки стяну этими болтами, гаечками, и заменю, и потом по одному заменю на клепки. Ну и как-то с клепками посимпатичнее выглядит. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Ну что, проблема двигателя, да? Проблема была в прокладке. Слава богу, не в прокладке между рулем и педалями, да? Вот. Короче, снял я первый, значит, цилиндр. Оказалось, что прокладку туда всосало. Вот. И через это отверстие, значит, там щель получилась, оттуда, значит, прорыв газов происходил.
как я и предполагал. То есть мне говорили, что это может быть поверхности не сопрягаются, там, да, эти привалочные плоскости, да, не совпадают, и что там дефект какой-то может быть. Нет, там просто прокладку внутрь всосало, короче, и все. Ну, вы сами видели. Почему так произошло? Ну, я предположу, что прокладка была установлена неправильно, либо она была слишком сильно смазана, я не знаю, и она туда проскользнула внутрь, да. Скорее всего, она все-таки была неправильно установлена, потому что видно, когда вот я разбирал, да, видно, что она как бы часть зажата ее, получается, а часть она как бы внутри. То есть как будто бы она немножко, когда ее затягивали, она немножко сместилась, и половинка ее была уже внутри, короче говоря. Вот. Есть, конечно, вероятность, что это не прокладка, а все-таки это какая-то неровность там цилиндров, да, или может быть из-за впускного-выпускного коллектора, да, они стоят чуть-чуть там, да, как-то неровно, из-за этого может быть дефект там коллектора там какого-нибудь или отверстия под ним. Но я сомневаюсь, я что-то думаю, что это просто-напросто прокладки. Я их, цилиндры, в принципе, можно цилиндры, да, сразу же на этих, да, на картере проверить, ну, просто его опустить и посмотреть. Я, может быть, в следующий раз это сделаю. Вот. Но, в принципе, я линейкой проверил, да, вот я вот так вот линейкой взял, это металлическая хорошая, и вот в разных местах я ее так приложил, торец линейки. Нигде нет ощущения, что где-то там что-то неровное, выглядит она вполне себе адекватно. То есть вполне себе правильная поверхность, на мой взгляд. Так что я уверен, что проблема в прокладке была. Значит, поршни Австрия, на втором тоже Австрия, размеры у них одинаковые, естественно. Значит, зазоры я проверить не смог, потому что штангенциркулем не получается это сделать, нужен микрометр. Вот. Ну, может быть, я попробую щупом как-то еще там проверить, не знаю. Штангенциркулем я как-то не вижу, да, разницы особой. То есть я замеряю, а как бы, ну, микрометр нужен. Ну, а нутромер это вообще каких-то гигантских денег стоит, поэтому не знаю. Но, в принципе, можно либо щупом попробовать, либо просто без колец, да, его туда опустить, он должен плавно, если он смазанный, он должен плавно опускаться, то есть не должен проваливаться. Но я думаю, там все нормально с ними. Номиналы поршней и номиналы цилиндров, я думаю, совпадают. Замерю еще потом отдельно зазоры в кольцах. Вот. В принципе, выглядит все окей, но в цилиндрах получается, ну там виден заводской хон, и при этом видны какие-то потертости такие. Я, честно говоря, не моторист, если кто-то из вас в курсе, скажите, может быть, это просто так притираются кольца, потому что, ну, я так ногтем проверил, ну, вроде не задиры. Вот. Ну, странные такие какие-то полосы справа и слева от окон. Вот. Окна, в принципе, обработаны там, впускные, выпускные. Правда, видно следы от гравера там остались, и как-то это тоже так неаккуратно выглядит, как-то некрасиво. Я думаю, пройтись либо наждачкой, ну, короче, попробовать, может быть, отполировать там это все дело, а то как-то оно, ну, так себе. Когда я снял второй горшок, меня ждал сюрприз, даже два. Значит, первый сюрприз это был неправильно установленная прокладка, то есть она вверх тормашками лежала, да, там есть определенные вырезы и выступы, и они должны совпадать, и она была вот так вот. И видно, что там, где торчит прокладка, она уже вот, ну, туда-сюда, видать, гуляет, вполне возможно, что она могла бы там вот уже оторваться. Вот. Ну, может быть, это не сильно критично тоже, но это уже некрасиво, короче говоря. Надо это делать по-другому, как-то повнимательнее. А второй сюрприз – это номиналы головок. То есть они разные. То есть первая головка номер 4, вторая, ну, группа у нее номер 5 получается. Я знаю, что это может быть на заводе даже путают эти номиналы, да? И насколько я знаю, сейчас этот завод выпускает все одним номиналом, то есть одной группы.
Разница, кто не знает, это для степень сжатия, да, то есть там разный объем камер сгорания получается. Вот, то есть под 92-й бензин, там, по 95-й бензин, да. Я, насколько понял, номер 5 группа, это самая большая камера, номер 1 самая маленькая. Ну, я замерил, мне показалось, что они одинаковые на самом деле. Я потом, когда соберу двигатель, я проверю объем камер сгорания по методике, вот, которая в мануале рассказана. Там нужно залить смесь масла с бензином и верхнюю эту точку выставить поршень. Вот, я это сделаю, тоже сниму об этом ролик. Так как я решил дальше все разбирать в двигателе, я решил половинить картер, потому что с такими косяками, которые тут вот появляются, да, надо все-таки, я думаю, проверить все. Чтобы, значит, картер срабатывать, нужен герметик. Вот. Я остановился на анаэробный фланцевый герметик. То есть по мануалу должен быть фланцевый герметик. Там просто написано фланцевый герметик. Вот. То есть он может быть, по идее, наверное, силиконовый фланцевый герметик. Но правильно использовать анаэробный фланцевый герметик, высокотемпературный, наверное, даже. Вот. Потому что в мануале, например, для Rotax там Loctite 574, кажется, и не помню точно. Вот. Короче говоря, у нас на острове анаэробных герметиков нету фланцевых. Я заказал в Chip and Dip герметик Vibratite. Я ссылку здесь вот оставлю. Вот, и снизу тоже. Вот. Но проблема в том оказалась, что то есть там было написано Боксбери, там доставка 4-5 дней, короче, все дела. Я обрадовался, заказывал. Мне потом приходит сообщение, что данную позицию, значит, да, самолетом нельзя отправлять. Вот. И я теперь буду ждать, 20 дней, 25 дней, пока это придет, этот тюбик 50 миллилитров, да. Я не понимаю, честно говоря, в чем проблема? Это 50 миллилитров тюбик, это герметик, это же, не бензин даже. Не растворитель, даже если он вытечет, что там будет вашему самолету, не знаю. В общем, будет идти он поездом. Надеюсь, если он вытечет, поезд выживет, Вот. 20 дней, да. А как это все дело, 20 дней здесь, я же разобрал двигатель, да, и неохота собирать это все дальше и обратно. Я думаю, надо немножко законсервировать, потому что у меня немножко здесь бывает, я что-то оставлял металлическое, немножко такая ржавчина покрывалась, и я думаю, не очень хорошо. Вот. Парафинированной бумаги у нас здесь тоже нет, естественно, поэтому пришлось ее изготовить самому. Я купил бумагу кулинарную, вот, купил какой-то там аналог ВД-40, и это все дело побрызгал. Получилась, кстати говоря, неплохая парафинированная, это промасленная бумага для хранения, все это запаковал, вот, и на 20 дней сейчас пусть это лежит. Вот такие вот дела. В следующих роликах будет, настройка тормозов. Может быть, не в следующем, может быть, через ролик. Но я в целом сейчас расскажу, какие работы мне предстоят дальше, да, пока еще идет герметик и до того, как я двигатель соберу. Настройка тормозов будет. Возможно, будет балансировка винта, потому что у лопастей разный вес, но я не проверял, как они сбалансированы. Может там нормально и балансировать. Но если что, возможно, будет балансировка винта, ролик с балансировкой винта. Когда, придет герметик, будет сборка и обкатка двигателя, вот, уже с винтом. Я, наверное, на улицу выкачу для этого. Настройка комплексного приборчика тоже, когда уже у нас двигатель заработает. Вот. Сборка крыла предстоит. Тоже подробно это все освещу. И, надеюсь, летом все-таки выкачу это уже все на поле и буду по полю там кататься и попробую взлетать. Вот, так что, я уже замерз, честно говоря, капец. У нас тут, помимо того, что у нас холодно, у нас еще и начало все таять, и тут сейчас у меня весь гараж мокрый, честно говоря. Надо будет еще летом заниматься вот этим, гидроизоляцией гаража. Вот. Так что, спасибо за просмотр, спасибо, что оценивайте мое видео, пишите комментарии. Спасибо, до встречи. Также пытался приклепать обтекатель.
wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh,